Привет, друзья! Задача звездочка. Ну, фактически, родом из 7 класса, хотя, конечно, учитывая площадь, это 8 класс, дан прямоугольник АБЦД со стороной БЦ равной 20. И проведен перпендикуляр BH, диагонали АС, и проведена биссектриса БК в треугольнике АБH. Я напишу, вот это биссектриса. Оказалось, что длина отрезка KH равна 4, и нужно найти площадь этого прямоугольника. Я вот таким образом очень здорово замаскировал известную задачу для 7 класса, и мы попробуем с ней справиться. Просто пришла пора мне переиздавать учебник по геометрии для 7 класса. Вот он справа. Это будет третье издание. И я вчера наткнулся на задачу номер 197. Она была без звездочки. И подумал, какая красивая задача. Надо все-таки поставить звездочку. С вами хочу посоветоваться, нужна звездочка или нет. Ну, в конце, чуть позже, я текст задачи дам. А пока к нашей задаче. По данным задачи требуется найти площадь этого прямоугольника. И вот как мы будем действовать здесь? Что тут можно искать? Ну, я замечу, что в треугольнике АБЦ, в прямоугольном треугольнике АБЦ проведена высота BH. И вот некоторые школьники забывают одну такую очень красивую важную теоремку. Вот я ее так нарисую. Прямым углом вверх нарисую прямоугольный треугольник. Вот так. Вот этот прямой угол. Ну и проведу высоту. И вот первая же теоремка, которая здесь сразу же работает, это вот эти красные углы равны и синие углы равны. Согласны? Ну, почему они равны? Потому что красный и синий в большом дают в сумме 90, ну и в правом треугольнике красный с тем же синим тоже дают 90. Это красные углы равны. Ну и для левого точно так. Поэтому такая простая, ну, довольно важная теоремка, школьники ее забывают. Посмотрите, как она здесь работает. Это действительно 7 класс. Вот я сразу же отмечу, что вот этот красный уголок, красный, равен вот этому красному углу, верно? Еще раз подчеркну, они дополняют вот этот угол, пустой кружочек, до 90 градусов, поэтому равны между собой. Все, а теперь внимание. Рассмотрю вот этот угол, вот этот КБЦ, КБЦ уголок. Ну, назову его угол 1. Угол 1. Угол 1 равен сумме синего и красного углов. Согласны? Согласны. А теперь рассмотрю вот этот угол 2, угол БКЦ. Он внешний для треугольника АБК. И по свойству внешнего угла треугольника он равен сумме двух внутренних, не смешанных с ним. Он тоже равен сумме синего и красного углов. Углы 1 и 2 равны между собой. Ну, можно даже и без внешнего угла сказать угол 2 и угол жирная точка в сумме дают 180, как смежные углы. И внутри треугольника синий, красный и жирная точка дают 180. Все, угол 2 равен сумме синего и красного углов. Я даже могу написать, если кто-то еще не понял, что если вот этот уголок альфа, а вот этот бета, и это будет бета, то окажется, что угол 1 равен альфа плюс бета, угол 2 равен альфа плюс бета, откуда как раз и следует то, о чем я сказал, что угол 1 равен углу 2. А что отсюда следует? Из того, что угол 1 равен углу 2. Что в треугольнике КБЦ углы, два угла равны между собой. Наверное, вот весь этот треугольник КБЦ равнобедренный. То есть отсюда следует, что треугольник КБЦ по признаку, если два угла равны, треугольник равнобедренный, то есть БЦ равно КЦ, ну и тогда КЦ будет равно 20. Все, 20. КЦ равно БЦ равно 20. И тогда, учитывая, что KH 4, HC будет равно 16. HC
С будет равно 16. Что теперь? Из прямоугольного треугольника, вот я его в точечку заделал, горошек, BHC, по теореме Пифагора находим BH. Ну все, тогда отсюда следует, что BH – это корень квадратный из 20 в квадрате минус 16 в квадрате, это, по-моему, 12. Ну, многие видят здесь Пифагорову троечку, конечно, 3, 4, 5, умноженную на 4, конечно, и без труда находят эту высоту BH. А дальше нам ведь АБ нужно найти. АБ, ну, можно использовать средние пропорциональные, а можно подобие треугольников. Каких? BCH и С, не С, а СБ. Возьму, как все нормальные люди, один раз запишу подобие. Это хотел через среднее пропорциональное найти AH, а потом из прямоугольного треугольника ABH найти AB. Но мне там напишет куча людей, зачем эти средние пропорциональные? Можно через подобие. Средние пропорциональные – важнейшая категория в математике. Там полным-полно средних, гармонических, арифметических, геометрических и квадратичных, уходящих в физику. Более того, золотое сечение, там средний отрезок и среднее геометрическое между малым и большим отрезком. Поэтому это очень важная такая категория. Есть теорема Каши о средних, но не буду вас агитировать. BCH, треугольник BCH будет подобен треугольнику какому? ACB. ACB. По двум углам прямоугольные имеют угол С общий. И что отсюда следует? Перехожу на красный. Что вот этот отрезок X, катет X относится к катету 20, X относится к 20, ну, как в малом треугольнике. Катет 12 к катету 16. Ну и что мы тут получим? Что X равен 15, по-моему, да? Ну, давайте сокращать. На 4 это будет 4, на 4 это будет 3. Теперь на 4 знаменатели делим 5. Х равно 15. Все, задача решена. Х равен 15. И тогда площадь нашего прямоугольника равна 15 умножить на 20, 300. Ну, тут уже заканчивать решение этой задачи можно любыми способами, а я хочу вам еще раз показать ту задачу и домашнюю нашу задачу. Вот мой учебник, вот эта задача 197, все видят, и если вы прочтете, укрупните, вы поймете, что дан прямоугольный треугольник, в нем проведена высота, биссектриса в получившемся левом треугольничке, и нужно доказать, что мы получим равнобедренный треугольник. То есть из того, что вот этот угол оказывается равным этому углу, мы получаем равнобедренный треугольник. Вот это в 7 классе нужно доказать. И у меня тут звездочка не стоит. Напишите, ставим или нет. Ну а здесь задача чуть-чуть другая. Вместо отрезка KH я дал отрезок АК, который равен 8. Это в домашнем задании-то. И вместо стороны BC сторону CD. CD равно 20. По-прежнему нужно найти площадь этого прямоугольника. Огромное спасибо за доброжелательные, конструктивные комментарии. Мы вместе фактически создаем канал, контент, вместе с вашими решениями, комментариями, дискуссиями. Это все здорово. Поэтому большое спасибо за комментарии. Особенно тех, кто подписан на канал, и он фактически уже постоянный наш зритель и участник в курсе всех событий, не спрашивает, откуда что взялось. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.